Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот шикарную кругляшку из шнура 5 миллиметров. Использовать я буду шнур карамель, цвет у меня красный, 5 миллиметров, в мотке 75 метров, вес 200 грамм. Уйдет всего один моток на всю сумку. Также нам понадобятся вот такие вот две заготовки, которые я купила на Алиэкспресс. Ссылочку обязательно оставлю вам в описании. Покупая я эти заготовки у этого продавца не первый раз, приходит очень быстро, качественно, в принципе запаха никакого нету, поэтому пользуйтесь на здоровье. Ссылочка будет в описании под видео. Также помимо одного мотка шнура 5 миллиметров понадобится вам вот такая вот цепочка. Кстати, цепочки могут быть разные. Я использовала вот такую вот крупную, чтобы она не резала плечо при носке. Цепочка пластиковая, она намного легче, чем металлическая, и очень удобно. Дальше 2 кольца карабина 2,8 миллиметра и замок молния, потому что сумка наша будет застегиваться на молнию. Вот так. Цепочку, кольца и шнур я заказывала на сайте Пряжа Центр РФ. Ссылочку я оставлю вам в закрепленном комментарии. Почему-то она не рабочая, когда ее оставляю в описании, поэтому оставлю ее в закрепленном комментарии. Также нам понадобится 2 размера крючка, один для обвязки нашей вот этой вот половиночки, боковушечки, да, так скажем, и один уже для вязания основного узора нашей сумки. То есть здесь вы можете использовать крючок номер 3, 4, там какой войдет, каким удобнее вам будет. Саму сумку я вязала крючком номер 5. Тут, в принципе, решать вам. Можете взять шестерку. Чем удобно, тем и вяжите. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам сказать. Если у вас останутся какие-либо вопросы после просмотра или во время просмотра видео, обязательно пишите их в комментариях. Если что-то не получается, жду ваших фотографий с вопросами. В личку в Инстаграм или ВКонтакте, Телеграм. В общем, все ссылки на мои соцсети есть, опять же, в описании. Так что, в принципе, везде меня можно найти и задать свои вопросы. Всем отвечу обязательно, помогу, подскажу. Ну а теперь давайте перейдем к вязанию. Смотрим и слушаем очень внимательно. Итак, для начала оставляем небольшой хвостик, чтобы закрывать ряды. Далее берем нашу половинку, вставляем крючок в любую из дырочек, захватываем нить. Вот таким вот образом у вас это должно получиться. И вытягиваем первую петельку. Вот так вот. Далее хвостик убираем. Берем рабочую нить и провязываем столбик. Вот что у нас получается. Хвостик вот здесь вот остается. Он нам больше не нужен. Работаем только нитью от мотка. Далее в следующую дырочку вставляем крючок. Вытягиваем петельку. И провязали 2 столбика. Следующая дырочка. Вставили крючок. Провязали. И вот у нас с вами 3 столбика. Теперь нам нужно сделать прибавку, так как обвязываем мы с вами круг. И чтобы наше полотно не стянулось очень сильно, нам нужно будет распределить немножечко прибавок. Вытянули и провязали. Вот так вот будет выглядеть наша прибавка. То есть из одной дырочки мы провязываем 2 столбика. Далее мы провязываем снова 3 одинарных столбика. В каждую дырочку по одному столбику. 1, 2 и 3. Вот так. Далее снова делаем прибавку. Вставили, вытянули первый столбик. В эту же дырочку вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Вот такой вот раппорт у нас с вами получается: 3 столбика одинарных и прибавка. И таким образом нам нужно провязать до конца ряда. Через каждые 3 столбика делаем прибавки. С этим, думаю, вы справитесь. Здесь ничего сложного нету, поэтому вяжем до конца ряда самостоятельно. Потом я покажу вам, как закрыть ряд. Вот смотрите, я довязала до конца ряда. У меня через каждые 3 столбика идут прибавки. И вот здесь в конце ряда у меня остался один лишний столбик. То есть вот здесь я провяжу не 3 столбика, а 4 одинарных столбика. И в конце, в последнюю дырочку, сделаю прибавку. Вот так вот, смотрите, 4. И вот в эту последнюю дырочку я сделаю прибавку. Первый столбик прибавки и сюда же второй. Вытянули второй столбик и теперь рабочую нить убираем. Берем наш хвостик и будем закрывать ряд. Вытягиваем наш хвостик полностью. Вот таким вот образом.
Теперь смотрите, вот он наш самый первый столбик ряда, и вот его вершина. Мы вставляем крючок с обратной стороны, то есть, видите, с изнаночной стороны под вершину столбика, вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Вот что у нас с вами должно будет получиться. Вот такая вот незаконченная полупетелька. Теперь на обратной стороне находим, вот он наш самый последний столбик. Видите, откуда выходит наш хвостик? И смотрите, у каждого столбика сзади есть вот такие вот перемычки. Вот они. Они есть у каждого столбика. Мы вставляем крючок сначала в эту перемычку, вот так. И потом вставляем в середину вершины. Видите, откуда выходит наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем ее наизнанку. Подтянули это все дело хорошенечко, поправили. И вот что у нас получается. Красивое, аккуратное, бесшовное соединение. Теперь переходим к вязанию первого ряда рисунка. Хорошенько наши столбики вот так вот поправляем, чтобы они немножко начали уже закругляться. Вот так. Далее находим, хвостик убираем, берем рабочую нить и вставляем крючок вот таким вот образом под вершину нашего последнего столбика. Захватываем нить, вытянули петлю, но не провязываем. Далее мы вставляем крючок в раскол нашего столбика, вершину которого мы вытянули сейчас петельку, вот сюда, в серединку нашего столбика, вот таким вот образом мы вставляем крючок. В серединку нашей галочки, вот здесь вы должны выйти с изнаночной стороны. Захватили нить, теперь смотрите, у нас 2 петли на крючке, мы их провязываем вместе. Вот что у нас получается. Далее у нас идет следующая вершина, мы вставляем крючок под вершину, захватываем нить, вытянули петельку. Обязательно смотрите, чтобы нить не перекручивалась, чтобы ваши столбики были красивыми. Далее вот он наш следующий столбик, и в середину, в раскол, да, пополам мы вставляем крючок вот таким вот образом. Обратите внимание, где он должен выйти у вас с обратной стороны. Захватили нить. У нас теперь 3 петли на крючке, 2 петли от столбика и вершина предыдущего. Провязали. Далее повторяемся. Сначала под вершину вытянули петельку, далее в середину столбика вставляем крючок, сзади обязательно проверяем, захватываем нить и вытягиваем. Вот что у нас получается. Снова 3 петли на крючке и провязываем их вместе. Вот такой вот рисунок, несложный, очень простой и легкий. Так что таким образом нам нужно обвязать каждый столбик в этом ряду. Сначала под вершину, потом в середину столбика. Вытянули петли и провязали их вместе. Снова под вершину захватили нить. Смотрим, чтобы нить не перекручивалась. Далее в середину столбика вытянули и провязали все вместе. Дальше, думаю, вы провяжете самостоятельно. Узор очень простой. И я покажу вам еще раз, как закрыть ряд. Вот смотрите, я довязала до конца ряда. У меня остался один последний столбик. Вот как будет выглядеть наш рисунок в первом ряду. Теперь провяжем последний столбик и закроем ряд. Под вершину, далее в середину. Захватили, вытянули. Дальше рабочую нить убираем. Берем наш хвостик и провязываем ряд хвостиком. Вот так вот. Смотрите, вот он наш самый первый столбик, и вот его вершина. С обратной стороны мы вставляем крючок под вершину нашего столбика. Вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем на изнаночную сторону. Вот что у нас получается. Теперь смотрите дальше. Из-за того, что мы с вами вот здесь вытягивали по 2 петельки на один столбик, у нас вот здесь вот у каждого столбика теперь по 2 вот такие вот перемычки. И теперь находим самый последний столбик и вставляем крючок сразу под 2 перемычки и в середину вершины. Вот таким вот образом. Захватили нить и вытягиваем через все петельки. Подтянули. Все это дело хорошенечко поправляем, подкручиваем.
И вот что у нас получилось. Красивое, аккуратное, бесшовное соединение. Теперь маленький размер крючка я поменяю на большой. У меня здесь идет 5. Если вам удобно, то есть я, в принципе, могла провязать вот этот вот первый ряд сразу уже 5, но некоторым неудобно просовывать вот здесь вот в эти серединки наших столбиков крючок, потому что он слишком толстый. Поэтому советую первый ряд обвязывать маленьким крючком, но следите за нитью, чтобы она у вас не сильно стягивала ваши столбики, чтобы они были ровного, одинакового размера. И теперь начинаем вязать наш следующий ряд. Берем рабочую нить, вставляем крючок под вершину, вот таким вот образом, захватываем петельку, вытянули, и вот здесь вот у нас будет одно отличие от предыдущего ряда. У нас здесь 2 петли мы, да, вытягиваем. Вот она наша галочка, да, она у нас немного наклонена в сторону. Вставить в середину этой галочки и той, что у нас под ней. Вот таким вот образом, видите? Вот здесь у вас сзади, с обратной стороны, должен выйти крючок вот в этом вот месте. Захватываем нить, 2 петли на крючке и провязываем их вместе. Таким образом мы начинаем второй ряд и все последующие ряды. Далее снова под вершину. Опять же, смотрите, сначала в середину первой галочки отодвинули, вот у нас открылась вторая галочка, в середину второй, и с обратной стороны проверяем, вот где должен выходить ваш крючок. Захватываем нить, вытянули, у нас снова 3 петли на крючке и провязываем их вместе. Все. Это единственное отличие у нас от первого ряда рисунка. И теперь таким же образом мы с вами довязываем до конца ряда. Этот рисунок, ну, очень простой, без всяких сложностей, очень легко вяжется. Единственный у него минус есть — это расход, потому что мы, грубо говоря, в 2 раза почти увеличиваем расход за счет того, что мы вытягиваем не одну галочку, а 2. Но зато узор получается очень плотный, и ваша сумка очень хорошо будет держать форму. Вот так. Думаю, с этим вы справитесь самостоятельно, довяжете ряд до конца. После этого закройте ряд. Если вы немножко запутались или забыли, перемотайте немного назад видео, посмотрите еще раз, как закрывать ряд. Далее, точно так же, как и в этом ряду, мы поднимаемся на ряд выше и продолжаем вязать третий ряд вот таким вот рисунком. Вот что у вас должно было получиться после того, как вы провяжете 3 ряда. Смотрите, первый ряд вспомогательный, это обвязка нашего круга. И вот первый, второй, третий ряд рисунка. В общей сложности, если вот этот тоже считать, получается 4. Теперь смотрите дальше. Я обрезала нить. Теперь вот эти 2 кончика нужно связать, чтобы они не распустились. Аккуратненько. И спрятать вязание. С этим вы справитесь, думаю, самостоятельно, здесь ничего сложного. Теперь вам нужно со второй такой же половинкой сделать то же самое, то есть обвязываем ее. Через каждые 3 столбика делаем прибавки. 1, 2, 3, прибавка. И в конце ряда у вас должна остаться 1 лишняя дырочка, точно так же. Получается 4 столбика. Сейчас я вам покажу. Так, вот у меня конец ряда. 4 столбика у вас будет в конце. Точно так же провязываете 3 ряда рисунка, и у вас должна получиться вот такая вот вторая половинка. Я здесь уже отметила маркерами место, куда буду пришивать молнию. Сейчас здесь вместе с вами на второй половинке тоже отметим. И смотрите, вот что у вас должно остаться. У меня здесь примерно 3 метра шнура. Этого нам вполне достаточно, чтобы соединить наши половинки. Теперь давайте отметим места, куда мы будем пришивать нашу молнию. И смотрите, для начала нам нужно соединить рисунок. То есть вот у нас вот таким вот образом я решила не ровно вот так сделать, а вот так, чтобы они немножко наискосок шли, мои вот эти вот кубики. Поэтому нам нужно соединить рисунок. Вот таким вот образом. То есть мы находим края рисунка, прикладываем нашу сумку. Первую половинку круга вы отмечаете там, где вам нужно, и вторую уже подгоняете под первую. Теперь берем маркеры, проверяем, чтобы с обратной стороны у нас сходился рисунок. И вот здесь вот по маркеру, который у нас уже стоит, мы отмечаем вторую половинку. Дальше у меня вот здесь
между маркерами 23 столбика. То есть, смотрите, посчитаем давайте вместе. Первый маркер стоит, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и вот он, 23 столбик, в котором стоит маркер. То же самое делаем и с этой стороны. Вот у нас половинка, да, вот так вот они одинаково смотрят. Мы с вами отметили одну сторону, теперь, видите, вот приложили. И в эту сторону нам нужно отсчитать 23 столбика. Первый у нас стоит маркер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 столбик мы вставляем маркер. Вот так вот. Все, наши половинки одинаково отмечены. Теперь нам нужно пришить молнию. Здесь, в принципе, все просто. То есть, если у вас молния отдельно, сумка без подклада, как у меня, молнию можно пришить вот сейчас, на этом моменте. Это будет сделать намного проще, чем когда вы уже соберете обе половинки. То есть, это нужно будет где-то везде подлазить, там изнутри в сумке. Это все очень неудобно будет делать, поэтому... Если у вас сумка так же, как у меня, без подклада, то лучше пришить молнию именно вот сейчас, на этом моменте. Это будет сделать намного проще. Если у вас сумка с подкладом, то тогда нужно сначала будет соединить обе половинки и только потом пришивать молнию, соответственно, с подкладом. Потому что если вы пришьете молнию через подклад, вы не пролезете уже крючком, когда будете соединять половинки. Выкладываем молнию. Смотрите, я оставила ее с запасом. То есть у меня была большая длинная молния, я ее обрезала, вот здесь вот видно, я подпалила кончики, чтобы не секлась. И вот здесь вот так вот выкладываем. И смотрите, я оставила с запасом с этой стороны и с этой стороны. Что мы делаем в самом начале? Мы загибаем края молнии, чтобы они у нас не распустились. Вот таким вот образом. То есть вот так вот мы держим молнию, складываем вот сюда. У нас здесь образовался такой уголок. Мы его подгибаем в эту сторону. Теперь берем иглу и делаем несколько стежков, чтобы закрепить вот этот вот момент. Теперь, когда мы будем застегивать замок, он у нас не вылезет никак. Еще раз аккуратненько сделаю еще один стежок. И теперь начнем пришивать молнию. Выкладываем ее вот таким вот образом. Не забываем, что у нас есть запас. То есть я выкладываю таким образом, чтобы собачка от молнии лежала параллельно вот этому столбику, который у нас отмечен маркером. Заводим иглу под вершину столбика, который у нас находится перед маркером. Вот так. Далее под вершину, но уже с лицевой стороны следующего столбика. И прокалываем молнию. Придерживаем ее с этой стороны и прокалываем. Вот так. Видите, наша нить спряталась. Маркер отодвинем. С обратной, с изнаночной стороны прокалываем молнию и выводим крючок в следующем столбике под следующей вершиной. Вот так. Далее придерживаем все это аккуратно, чтобы у нас ничего не затянулось, не растянулось. С лицевой стороны под вершину мы вставляем крючок и прокалываем молнию. Вытянули. Далее с изнаночной стороны прокалываем молнию, вставляем иглу, выходим в следующей петельке. Вот так. И таким образом прошиваем с вами до конца нашей молнии, до места, где у нас отмечено маркером. Вот так. И обратите внимание, если мы заводим иглу за вершины, наша нить прячется под ними, и ее не видно. Вот такой вот у нас получается шов, аккуратный и красивый. Вот смотрите, вот так это выглядит с обратной стороны. Если вы не хотите оставлять так, то есть вот смотрите, у нас заворачивается, да, наша молния. После того, как вы дойдете вот до нашего маркера, да, до этого момента, вы разворачиваете наше полотно и в обратную сторону можете пройтись вот в этом месте, закрепить нашу молнию к вот этим вот столбикам, чтобы она у нас не заворачивалась. Таким образом вы дополнительно скрепите молнию, и плюс у вас ничего не будет болтаться и заворачиваться.
Вот смотрите, я пришила молнию на обе половинки. Она у меня вот здесь разъединяется, то есть вторую половинку ничего сложного. Точно так же, смотрите, я начала, вставила иглу с обратной, с изнаночной стороны под вершину, которая у нас находится перед маркером, и продолжила пришивать точно так же, как и предыдущую половинку. Здесь вот я закончила. Теперь давайте соединим нашу молнию, потому что потом это будет сделать намного сложнее. Так. На камеру это сделать тоже очень сложно. И застегиваем ее до конца. Вот что у нас получается. Вот здесь вот немного оставляем. Смотрим, чтобы наши маркеры сошлись. Вот у нас рабочая нить. И смотрите, что мы делаем. Вставляем крючок сначала вот в эту петельку, в которой у нас стоит маркер. Вот таким вот образом под полупетлю, которая у нас смотрит ближе к молнии. Далее вот таким вот образом тоже сверху вниз вставляем под вот эту вот половинку вершины, которая у нас отмечена с другой стороны маркером. Точно так же. Вот так у вас должен войти крючок. Видите? Далее захватываю нить. Немножко это сложно сделать на камеру. Так. Вытянули нашу первую петельку, и дальше все у нас пойдет намного проще. Сначала вставляем крючок вот в эту полупетельку с обратной стороны, которая напротив нас. Далее вставляем крючок в полупетельку вот с этой стороны. Вот таким вот образом, видите? Захватываем нить. У нас 2 петли на крючке, и мы провязываем соединительный столбик. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Далее снова вставляем вот с этой стороны, с противоположной от нас. И заводим вот в эту сторону, которая ближе к нам. Захватили нить, вытянули и провязали. Следующая петля с этой и с этой стороны. Вытянули и провязали. Вот что у нас получается. Вот таким вот красивым, аккуратным способом мы с вами будем закрывать все наши петельки. Старайтесь, смотрите, вот эти вот петли соединительные сильно не затягивать, иначе ваше полотно стянется и будет это все вот так вот смотреться некрасиво. Вот таким вот образом, видите, ваша сумка будет выглядеть в итоге. Поэтому расслабьтесь и сильно не затягивайте петельки. Так, потеряла рабочую. Сначала с этой, потом с этой стороны. И таким образом провязываем с вами до следующего маркера. Вот смотрите, я почти довязала до конца. Теперь вот здесь, чтобы было проще пролазить, мы расстегиваем замочек. Вот до этого момента вставляем руку внутрь, придерживаем рабочую нить и продолжаем довязывать до последнего нашего маркера. Так, здесь немножко будет сложно пролазить, потому что там у нас молния. И здесь с этой стороны мешаются маркеры. Вот так. И остался один последний столбик. Раз, два. Захватили нить и провязали. Вот так вот. Вот что у нас с вами должно было получиться. Обратите внимание, ничего не стянуто. Теперь нам нужно вставить руку внутрь и раздавить наш шов, чтобы вот эти вот наши петельки соединительные примялись и сравнялись вместе с нашим полотном, чтобы наша сумка получилась максимально аккуратная и круглая. Вот так. Хорошо бы это дело все сделать с паром, тогда вообще все будет шикарно. И теперь смотрите, нам нужно вытащить вот этот вот хвостик полностью наизнанку. Вот, кстати, что у вас должно остаться. И теперь, смотрите, сейчас я маркеры сниму, чтобы они не мешались. Вот так и вот так. Смотрите, что мы делаем дальше. С изнаночной стороны, то есть вставляем руку с крючком в сумку, выводим крючок вот в эти вот петельки, откуда мы только что вывязывали соединительный столбик. Захватываем нить и вытягиваем ее обратно внутрь сумки. Вот так.
Здесь это все дело хорошенько потом подтянется. Далее нам понадобится игла. В принципе, это можно не делать, можете сразу спрятать внутри. Вот смотрите, вот таким вот образом вытягиваем иглу с нитью. И вот с этой стороны проходимся под вот этими вот нашими столбиками. Вот так. Видите, и нашу нить не видно. Вот так. Вот таким вот образом будем прятать ее в вязание. То есть способов действительно очень много, поэтому здесь уже вы выбираете для себя то, что удобно именно вам. Можно оставить там, видите, ничего не видно. Можно оставить с этой стороны нить. Ну, грубо говоря, потом вы просто вставляете иглу на изнанку, вот таким вот образом, да. Вот смотрите, здесь ничего не видно, с этой стороны ее обрезаете. То есть я не буду полностью показывать, чтобы слишком длинное видео не получилось. И вот здесь, так, сейчас спрячем это все. Вот эти маркеры можно убрать тоже, они нам больше не нужны. Вот так вот. Всю сумку хорошенько поправляем, приминаем, в разные стороны расправляем, чтобы она получилась ровная, аккуратная, кругленькая. Теперь нам осталось надеть кольца-карабины и цепочку. У меня вот такие вот кольца-карабины 28 миллиметров. И еще я буду использовать два вот таких вот маленьких колечка. Здесь у меня 20 миллиметров для того, чтобы одеть вот так вот мою цепочку, чтобы она у меня аккуратненько и красиво сидела на кольцах. Для начала одеваем цепочку через маленькое кольцо. Вот так. Тяжко, они очень маленькие, неудобно. Итак, второе. Вот. Теперь большие кольца нам нужно одеть на сумку. Вот таким вот образом загибаем. И вот с этой стороны, смотрите, за наши вот эти вот вершины, вот так вот, мы продеваем наши колечки. И теперь вот в это колечко одеваем наше маленькое. И вот смотрите, как это аккуратно и красиво смотрится. Благодаря вот этому колечку наша цепочка может вертеться в разные стороны и, получается, не будет перекручиваться очень сильно. Теперь с этой стороны повторяем то же самое. Нашли. Заводим за одну вершину и за вторую. Вот что у нас получилось. И точно так же здесь уже обязательно проверьте, чтобы ваша цепочка не перекрученная была. Выложите ее аккуратненько. Вот так. Вот так. И вот так. И теперь одеваем колечко на вот этот карабин. Вот что у нас получилось. Нам осталось выпрямить все края нашей сумки, застегнуть ее. И вот, в принципе, что у нас с вами получается. Вот такая вот красивая и аккуратненькая сумочка. Цепочка здесь может быть любая. Мне, допустим, нравится, как вот такие большие крупные цепочки смотрятся с такими маленькими кругляшками. Также это может быть и вот такая обычная цепочка металлическая, да, вот у меня с такими карабинами, она со звездочками. То есть, в принципе, по длине они все идут стандартные, 120 сантиметров, но вот такие вот цепочки, они немного неудобные, то есть когда уже сумку на плечо одеваете, вот эта вот цепочка, она очень сильно режет плечо. Поэтому они не очень удобные, и мне они, ну, если честно, совершенно не нравятся. Но это у нас уже идет на любителя. Здесь цепочка, мало того, что она пластиковая, она очень легкая, она намного легче, чем вот эта вот металлическая. И плюс она за счет своей объемности, да, так скажем, она распределяет вес и на плечо уже так сильно не давит. Вот смотрите, я убрала подальше камеру, чтобы вся сумка поместилась в кадр. Вот так вот она у нас выглядит. Вообще шикарно смотрится. Цвет такой красный, яркий.
цепочка подходящая. Кстати, здесь шикарно бы смотрелась такая цепочка в золотом цвете. Но у меня ее, к сожалению, не оказалось, поэтому вот такая вот цепочка. Вот так вот выглядит наша сумка со всех сторон. Вот, посмотрите, красиво, аккуратно мы сшили ее, не торопились, не затягивали. И вот так она у вас должна выглядеть тоже в итоге. Вот такая вот красивая сумка. Молнию, кстати, тоже сильно не затягивайте, когда пришиваете, иначе она у вас вот здесь волной пойдет и гармошкой. Будет это смотреться некрасиво, во-первых, а во-вторых, у вас она будет очень сложно застегиваться. То есть, видите, здесь она легко ходит. Если у вас вот здесь пойдет волна, то эта волна будет тормозить замок. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если кому что непонятно, всем обязательно отвечу, помогу, подскажу. Ну а теперь всем до новых встреч. Пока-пока.